Надеюсь, вы готовы. Давайте не будем томить и приступим к делу. Нью-Йорк, 1999 год. Бабник и ловелас Себастьян находятся у своего психолога доктора Гринбаум, чтобы поговорить с ней о своих проблемах к влечениям к другим женщинам. Себастьян решает, что он более или менее излечился и прощается с ней, чтобы отправиться в путь новым человеком. Она считает, что убедила его в необходимости поддерживать более длительные и серьезные отношения с девушками. После того, как Себастьян покидает ее, доктору Гринбауму звонит ее расстроенная дочь Марси, которая утверждает, что ее парень только что порвал с ней и разместил в интернете ее нюцы. Доктор Гринбаум понимает, что Себастьян тот самый парень, о котором говорит Марси. Она преследует его и кричит на него за то, что он развратил ее дочь на глазах у небольшой толпы. Себастьян это лукаво отрицает, что знает, кто такой доктор Гринбаум, и уходит, остановившись только для того, чтобы себе найти новую жертву. Кэтрин Мертейл, образ социального совершенства, берет под свое крыло наивную и защищенную Сесиль Колдуэлл, обещая сделать из Сесиль образцованную ученицу, как она сама. Однако настоящее намерение Кэтрин – отомстить Корту Рейнольдсу, бывшему любовнику Кэтрин, который бросил ее ради невинной маленькой дурочки Сесиль. Кэтрин намерена развратить Сесиль, заставив ее переспать с как можно большим количеством мужчин, тем самым разрушив ее репутацию и преподав Корту урок. Кэтрин обращается за помощью к своему сводному братцу, которым оказывается Себастьян. Хотя Кэтрин и Себастьян и раньше сотрудничали в схемах манипуляции, он поначалу отказывается. Он занят планами другого завоевания, прекрасной Аннет Харгроу, девушки, опубликовавшей манифест, в котором говорится, что она планирует сохранить свою девственность до свадьбы. Себастьян узнает, что Аннет будет жить у своей тети Хелен в Кемптоне на Лонг-Айленде. И Себастьян надеется, что это будет прекрасная возможность развести Аннет. Кэтрин считает, что у Себастьяна нет никаких шансов с Аннет, поэтому они заключают пари. Если выиграет Кэтрин, она получит винтажный Ягуар Себастьяна, Родстер 1956 года. А если выиграет Себастьян, она предложит ему ночь страсти с ней, так как она единственная девушка, с которой Себастьян не может спать. Себастьян сначала отказывается от этой сделки, будучи очень влюбленным в свою машину, но сдается, когда Кэтрин повышает ставку, говоря ему, что он может поставить ее куда угодно и как угодно. Тем временем Рональд Клиффорд, учитель музыки Сесиль Налета, также влюблен в Сесиль, и Кэтрин договаривается о том, чтобы Рональд и Сесиль провели время вместе, надеясь, что он впервые лишит ее невинности. Тем временем на Лонг-Айленде Себастьян с трудом соблазняет Аннет, когда они впервые встречаются. Несмотря на то, что он ловелас и между ними возникла симпатия, она видит его насквозь и отвергает его ухаживание, утверждая, что знает, что он соблазняет и развращает молодых девушек ради своего извращенного удовольствия. Шокированный и рассерженный тем, что Аннет отвергла его, Себастьян рассказывает студенту Манчестерской подготовительной школы Блейну о том, что Аннет знает о его прошлом. Блейн предполагает, что бывший парень Аннет и нынешний любовник Блейна мог обвинить его. В это время Кэтрин инспирирует разрыв Рональда с Сесиль, сообщив миссис Колдуэлл об их флирте. Миссис Колдуэлл быстро прекращает их роман и увольняет Рональда с поста учителя музыки Сесиль. Себастьян, в свою очередь, вызывает Сесиль к себе домой, якобы для того, чтобы передать ей письмо от Рональда. Приехав к нему домой, Себастьян шантажирует Сесиль и уговаривает Сесиль сделать ему приятное. На следующий день Сесиль доверяется Кэтрин, которая советует ей научиться искусству секса у Себастьяна, чтобы она могла порадовать Рональда в постели. Тем временем Себастьян продолжает добиваться Аннет, продолжая строить из себя покладистого паренька, чтобы опорочить свою репутацию плохого парня. Он говорит Аннет, что думает о других людях и демонстрирует это, работая волонтером в хосписе, где она тоже работает волонтером. Он также жертвует деньги на благотворительность, зная, что Аннет наблюдает за ним, что также является частью его уловки, чтобы вернуть ее расположение. В течение следующих нескольких дней Себастьян начинает влюбляться в Аннет, которая отвечает на его чувства, но продолжает держать свою оборону. Себастьян заявляет, что Аннет – лицемерка, которая ждет любви, но отказывается спать с парнем, который ее любит. Сбитая с толку и пораженная тупой логикой Себастьяна, Аннет соглашается, но Себастьян, чувствуя вину за то, что вел ее в заблуждение, отказывает ей. Разбитая и смущенная Аннет бежит из поместья своей тети.
Себастьян разыскивает ее в номере люкс-отеля ее родителей в Нью-Йорке, признаются в любви, и они завершают свои чувства. На следующий день Кэтрин предлагает Себастьяну себя, поскольку он выиграл пари, но он отказывается. Его романтическое внимание теперь сосредоточено на Аннет. Кэтрин насмехается над Себастьяном за то, что он стал соплей, а затем убеждает его, что его любовь к Аннет не более чем простое увлечение. Кэтрин угрожает разрушить репутацию Аннет, если Себастьян не порвет с ней. Потрясенный этой угрозой, Себастьян холодно расстается с Аннет и возвращается к Кэтрин. Однако Кэтрин теперь отказывает Себастьяну и не дает ему. После того, как Себастьян говорит Кэтрин, что он устроил так, чтобы Сесилия и Рональд были вместе, Кэтрин рассказывает, что все это время знала, что он действительно любил Аннет, но она манипулировала им, чтобы заставить его отказаться от этого. Хотя Себастьян, возможно, изначально выиграл пари, она заставила его потерять первую настоящую любовь, а она, Кэтрин, не спит с неудачниками. Обиженный и рассерженный Себастьян уходит и объявляет войну Кэтрин. После безуспешных попыток поговорить с Аннет, он посылает ей свой дневник, в котором подробно описал все свои предыдущие завоевания и написал свои истинные чувства к Аннет. Он хочет отдать дневник Аннет, надеясь, что она сама узнает правду и простит его. Тем временем Кэтрин сообщает Рональду о романе Себастьяна с Сесилией. Кэтрин также утверждает, что Себастьян ударил ее. Разъяренный Рональд сталкивается с Себастьяном посреди улицы возле дома Аннет, и начинается махач. Аннет, разыскивая Себастьяна, натыкается на эту драку и пытается ее остановить. Ее отбрасывает на дорогу встречное такси. Себастьян отталкивает ее в безопасное место и сам попадает под машину. Аннет бросается к нему на помощь. Перед смертью он признается ей в любви, и она отвечает ему взаимностью. Несколько недель спустя новый учебный год в Манчестерской подготовительной школе начинается с похорон Себастьяна. Во время службы Кэтрин произносит перед школой самодостаточную речь о том, как она безуспешно пыталась заставить Себастьяна исправиться и стать примерным учеником, как она сама. На полпути ее речи ученики начинают выходить из школы. Взволнованная Кэтрин бросается к часовне, где Сесилия раздает всем ученикам копии дневника Себастьяна под названием «Жестокие намерения». В дневнике все внутренние мысли Себастьяна, его завоевания, его описание пари, а также страница Кэтрин, которая наконец разоблачает ее манипулятивные и обманные пути, включая тот факт, что она прячет пузырек с кокаином в распятии. Директор школы берет распятие Кэтрин, открывает его и высыпает кокаин. Безупречная репутация Кэтрин разрушена, и люди наконец-то видят в ней беспокойного, бессердечного хозяина, которым она и является. В последнем кадре Аннет уезжает на ягуаре Себастьяна, надев его солнцезащитные очки, с его дневником рядом и приятными воспоминаниями о том, как она была с Себастьяном. Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Напишите также свое мнение в комментарии, мне будет интересно почитать их. Если вы досмотрели это видео до конца, то мне кажется, вам понравятся эти видео. Я желаю вам хорошего дня и до скорого.